В тот день, когда Дима Калекин появился на свет, врачи поставили ему страшный диагноз – гидроцефалия. Его биологические родители сразу же подписали документы об отказе от ребенка. Мальчик попал в детский дом для инвалидов в городе Краматорске. Когда мальчик достиг 4-летнего возраста, врачи удивлялись, как он прожил так долго. В этом возрасте он не мог ни говорить, ни кушать самостоятельно. Разговаривал он лишь парой фраз. Несмотря на то, что для мальчика жизнь и так стала огромным испытанием, дальше было только сложнее. Как мы все знаем, в той части Украины начались боевые действия, и все детишки-сироты попали врасплох. Было принято решение об эвакуации всех детей из местных детских домов. Две стороны конфликта никак не могли договориться о том, кто же все-таки возьмет ответственность за больных детей. В итоге детей постоянно эвакуировали из одной больницы в другую. Критическая ситуация настала, когда дети были уже в крайне тяжелом состоянии и нуждались в постоянном медицинском контроле. Их оставили на территории Украины, и они попали в руки прекрасного специалиста Елизаветы Глинки. После того, как Диму доставили в Харьков, он находился в крайне тяжелом состоянии. В ближайшее время он пошел на поправку. Но все прекрасно понимали, что ребенок с таким заболеванием обречен на крайне тяжелую и несчастную жизнь. Врачи поделились с прессой своим огромным желанием помочь этому сироте. Они рассказали, что заказали специальную молитву для Димы и просят небеса о помощи этому мальчишке. В это невозможно поверить, но буквально через пару недель у Димы, кажется, появились родители. Эрнест и Рут Чавес, супруги из США, позвонили в детский дом с просьбой о встрече с Димой. Они узнали о страшной судьбе мальчика и готовы были незамедлительно вылетать через полмира за ним. Решение было принято моментально. Мальчик наконец обрел семью. Его новые родители были не новичками в этом деле. И в очень короткие сроки подготовили документы, необходимые для усыновления. В новом доме Диму ждали 7 братьев и сестер из разных стран мира. Мальчик был окружен заботой и вниманием с первого дня пребывания в новой семье. У Эрнест и Рута есть своя страничка в социальной сети. Там они постоянно делятся жизнью своего младшего сына. Дима очень быстро стал родным для всех членов его новой семьи. Конечно же, это пошло ему на пользу, и вскоре мальчик стал кушать сам и даже потихоньку изучать новый для него язык. Спустя всего год новой жизни мальчика он обучился всему, чего ранее не умел. Теперь он без проблем кушает самостоятельно, играет вместе со своей семьей и даже делает первые шаги. Медики утверждают, что его жизни мальчика ничего не угрожает. Более того, его ждет только прекрасное будущее, ведь лобные доли его мозга не повреждены болезнью. Сейчас, глядя на радость в глазах мальчика, можно не сомневаться на его счастливую дальнейшую жизнь. Теперь у него есть огромная семья, каждый член которой поддерживает его и будет помогать ему во всем. Дима будет бороться до конца, без сомнений. Я не сомневаюсь, что у него все получится.